Поклонники Ирины Агибаловой не устают поражаться тому, в какой прекрасной форме находится женщина. Она не стесняется демонстрировать идеальную фигуру в купальниках и откровенных нарядах. Главная телебабушка страны часто делится советами по поводу грамотного ухода за собой. Однако, общаясь со Стархитом, Агибалова рассказала, что для поддержания формы она все-таки обратилась к пластическим хирургам. Женщина решилась на липосакцию ног. «Я решилась на липосакцию ног», — поделилась со Стархитом Ирина Александровна. «Я давно думала об этом, но не могла найти хирурга. А потом узнала о Светлане Гагариной. Она – профессор и мастер своего дела, стаж – 25 лет. Мечтала к ней попасть, ведь проблемы с ногами у меня давно. А в последнее время ситуация стала критической, жир давил на сосуды, лимфа плохо работала. В результате возникали жуткие отеки. 5 лет назад Светлана Гагарина отказала Ирине Агибаловой в операции, так как не видела причин для хирургического вмешательства. Однако месяц назад Ирина Александровна вновь пришла в Институт пластической хирургии. Осмотрев отекшие конечности звезды, врач сделала вывод, что липосакция уже необходима, чтобы ноги были здоровыми и красивыми. Светлана объяснила, что проблемы появились из-за гормонального сбоя, рассказывает Агибалова. В итоге жировые ловушки никуда не уходили, что бы я ни делала. Операция уже закончилась. Я пришла в себя. Поела. Принесли рыбный супчик и салатик. В общем, жизнь продолжается. А мне не терпится увидеть результат, который проявится не раньше, чем через месяц. В течение этого времени женщина должна будет носить компрессионные колготки, чтобы мышцы лучше сокращались. На самом деле поклонники не раз замечали, что по отношению к стройному телу у Ирины Александровой непропорционально полные ноги. Как правило, она предпочитала прятать их под длинными юбками и платьями. Но скоро страданиям телебабушки придет конец. Для Ирины Александровны крайне важно, как она выглядит. Ведь в последнее время женщина, кроме того, что нянчит внуков, еще работает в сфере красоты. Недавно она открыла свой салон в Москве. Поддержать бизнесвумен в уютное помещение в столице приехали не только многочисленные подписчики и родственники, но и друзья. Среди них были дочери Ирины Александровны, Ольга и Маргарита, звезды телестройки, Александра Газиас и Инна Воловичева, а также Анна Калашникова и Саша Проечт.
Мы долго искали помещение, в итоге остановились на этом. Подошло расположение и метраж. Долгое время мои подписчицы спрашивали советы, где и какие процедуры можно сделать. Я рада, что теперь они будут приходить за этим ко мне, к проверенным мастерам. Сейчас здесь можно сделать маникюр, педикюр, процедуры для волос и лица, а также массаж. Правда, не весь штат укомплектован, поэтому жду предложений и резюме. Особенно интересуют опытные стилисты. Мы планируем не один салон, а целую сеть, рассказала Стархиту Ирина Агибалова.